Многие из вас видели маленьких котят или щенков. Конечно, они невероятно милые, но не менее очаровательны и другие животные. В этом видео вы познакомитесь с малышами вомбатов, скунсов, лам и многих других экзотических животных. Вы на канале Познавая мир, мы начинаем. Вомбат. Эти сумчатые млекопитающие обитают в Австралии. Вомбаты – роющие норы травоядные животные, которые внешне напоминают маленьких медведей или гигантских хомяков. Вомбаты размножаются на протяжении всего года. Сумки у самок повернуты назад, чтобы при копании в них не попадала земля. Одновременно рождается и воспитывается лишь один детеныш. Потомство от 6 до 8 месяцев растет в сумке матери и в течение следующего года остается вблизи. Продолжительность их жизни в природе достигает 15 лет. В неволе они иногда доживают и до 25. Выдры. Это хищные млекопитающие, ведущие полуводный образ жизни. Встречаются на обширном пространстве, охватывающем почти всю Европу, Азию и Северную Африку. В России встречаются повсеместно, в том числе на крайнем севере в Магаданской области и на Чукотке. Выводки у выдр обычно от 2 до 4 слепых детеныша. К первому месяцу детеныши весят 700-800 грамм и открывают глаза. Ко второму месяцу начинают есть жесткую пищу и учатся охотиться. Ко второму-третьему месяцу жизни выходят из норы вместе с матерью, а к 5-6 месяцам выращивание молодняка заканчивается. Детеныши выдр обычно именуются щенками или выдрятами. Взросление выдр завершается к 9-12 месяцам. В природе выдры живут до 10 лет. В зоопарках продолжительность их жизни больше. Тамандуа. Эти млекопитающие, семейство муравьедовых, населяют Южную Америку к востоку от Анд. Обитают в лесах и в саваннах вблизи ручьев и рек на высоте до 2000 метров над уровнем моря. Период беременности продолжается от 130 до 150 дней, так что единственный детеныш в помете появляется на свет весной. Однородно окрашенный детеныш некоторое время путешествует на спине матери или отца, который также участвует в воспитании. Продолжительность жизни этих животных составляет около 9 лет. Белуджистанский тушканчик. Этот азиатский грызун занесен в книгу рекордов Гиннесса как один из самых маленьких грызунов в мире. Длина тела от носа до основания хвоста составляет всего 3,6 см, а длина хвоста 7,2 см. Размножается весной и летом. В год бывает 1-3 помета. После 25-42 дней беременности самка рождает от 1 до 8 детенышей. Пищей тушканчикам служат преимущественно семена и подземные части растений, которые они выкапывают, оставляя характерные лунки. В рацион входят также части растений. Воды тушканчики не пьют, получая ее из корма. Живут от 3 до 5 лет. Фенек. Это миниатюрная лисица с крупными относительно тела ушами. Живет в пустынях Северной Африки. Феник – самый маленький представитель семейства псовых. По размерам он меньше домашней кошки. Размножаются один раз в год. В марте-апреле самка приносит от 2 до 5 детенышей. Щенки при рождении весят всего 50 грамм. Мать остается с ними в логове до 2-недельного возраста, когда у них открываются глаза. В возрасте 5 недель детеныши впервые покидают логово и бродят в окрестностях. Но только в возрасте 3 месяцев начинают уходить на значительные расстояния. Иногда молодые феники остаются с родителями и помогают растить новое потомство.
Продолжительность жизни порядка 7-8 лет, в неволе могут доживать до 20-летнего возраста. Скунс. Это хищное млекопитающее. В помете от 2 до 10 детенышей, которые рождаются слепыми и голыми, однако с развитыми пахучими железами. В течение первой недели жизни детеныши совершенно беспомощны и зависят от матери. Самцы в заботе о потомстве участия не принимают. Самостоятельными молодые скунсы становятся к 2 месяцам. Смертность у молодняка скунсов очень высока – 50-70%, как результат заболеваемости и нападений хищников. В природе они могут доживать до 7 лет, в неволе до 10 лет. В США полосатых скунсов довольно часто держат как домашних животных, при этом им удаляют пахучие железы. Барханная кошка. Ареал барханной кошки имеет вид полосы, начинающейся в Сахаре и через Аравийский полуостров, пролегающий в Центральную Азию до окрестностей Пакистана. Барханная кошка отличается самыми мелкими размерами среди диких кошек. В неволе барханные кошки размножаются более 1 раза в год. В природе их размножение сезонно и приурочено к местности. Беременность длится 59-63 дня. В помете обычно от 2 до 5 котят. В 2-недельном возрасте их глаза открываются, а в 5-недельном они покидают логово и начинают участвовать в охоте. В возрасте 6-8 месяцев молодые кошки уже относительно независимы. В неволе барханные кошки доживают до 13 лет. Панголины. Это млекопитающие, покрытые крупными чешуями. Они живут в Африке и Азии. При опасности панголины сворачиваются в клубок. Развернуть его под силу только крупному хищнику, например, тигру или леопарду. Однако, если зверь почувствует это, то он испускает из анальных желез жидкость с отвратительным запахом, отпугивающую врагов. У панголинов плохое зрение и слух, но прекрасное обоняние. Живут поодиночке. Размножаются раз в год. Африканские виды приносят 1 детеныша, азиатские от 1 до 3. Новорожденные хорошо развиты, покрыты мягкими чешуйками, которые через несколько дней затвердевают. Около месяца детеныши передвигаются, уцепившись за основание хвоста матери. Панголины ведут ночной образ жизни и очень скрытный, поэтому они заведомо трудны для изучения, и многие аспекты истории их жизни остаются загадкой. При этом продолжительность жизни в неволе около 13 лет. Сахарная сумчатая летяга. Это небольшое млекопитающее, по форме тела напоминающее белку. Обитает в северной и восточной частях Австралии, на Новой Гвинее и прилежащих островах. Большую часть жизни сахарные сумчатые летяги проводят на деревьях и редко спускаются на землю. Потомство обычно не превышает 1-2 малышей. В сумке поссум находится в течение примерно 9-10 недель. Через некоторое время малыши перемещаются из материнской сумки на спины родителей, а затем становятся самостоятельными. Продолжительность жизни в дикой природе до 9 лет, в неволе обычно до 12 лет. Шиншилла. Естественный ареал этих грызунов – пустынное высокогорье Анд в Чили, Перу, Боливии и Аргентине. Шиншиллы являлись объектом интенсивной охоты из-за ценного меха, что привело к сильному уменьшению их численности и занесению в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Были одомашнены в 1919 году. Биология шиншилл в естественных местах обитания мало изучена. Основные данные о поведении, размножении, физиологии получают в искусственных условиях. Способна принести 2-3 помета в год, в каждом из которых от 1 до 5 щенков. Детеныши рождаются покрытыми пухом, с прорезавшимися зубами и открытыми глазами, и в первый день способны передвигаться довольно свободно.
живут до 20 лет. Красная панда. Это хищное млекопитающее, которое, тем не менее, питается преимущественно растительностью. Размером примерно соответствует крупным особям домашней кошки. Красные панды живут в горных лесах Китая, Индии, Непала, Бутана и Мьянмы. Появляются на свет маленькие панды, слепые и глухие, массой всего около 100 грамм, цвет которых больше походит на бежевый, чем на красный или оранжевый. Обычно рождаются 2-3 детеныша. Растут детеныши очень медленно. Только в возрасте 3 месяцев их окраска приобретает характерный для взрослой особи цвет. Они начинают выходить из гнезда и питаться твердой пищей. Немного позже, покинув гнездо, кочуют с матерью по ее участку до середины зимы. Продолжительность жизни красной панды составляет от 8 до 10 лет. Лама. Это южноамериканское млекопитающее семейства верблюдовых, одомашненное индейцами Анд. В отличие от верблюдов, ламы не имеют горба. А в остальном у них много общих черт. Например, если ее разозлить, то она может вас плюнуть. Обычно рождается один детеныш. Продолжительность жизни в дикой природе до 20 лет. Вот вы и познакомились с этими прекрасными детенышами. Напишите в комментариях, кто вам больше всех понравился. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь роликом с друзьями.